Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня Lenovo Y700, не пугайтесь, мы снимаем на его основную камеру. Единственное, в студии работают его же микрофоны, плюсы у него: можно запихать карту памяти для планшета, это прям супер круто, учитывая, что он по размерам игровой. Плюсы: 870 Snap, это все-таки стабильность. Помимо этого, плюсы, разумеется, это мини-джек. Все остальные прелести жизни и еще что-то по поводу моего мнения вы узнаете в ролике, так же как и тесты. Я его гонял, получается, на Твиче, на лайв-канале запись этого Твича оставил, чтобы вы узнали все об его автономности и том, как он ведет себя в играх, и так его способностях стримить на селфи-камеру. Не скажу, что аналогов нет, их море. И не только от бренда третьего эшелона. Вход и выход 1080p 30 fps это максимум, что может его основная камера, и она одна, но это планшет. Имя ему Legion. И в чем особенность данного девайса? Это игровой маленький планшет. Он тяжелый. Он толстый, и внешне я бы не сказал, что он премиум качества, с одной стороны. С другой стороны, его герцовка, качество материалов, запах химии просто ужасен. Напоминаю, что вот эта штука сразу в глобалке не будет, скорее всего, ее сейчас нет. Я не думаю, что она появится. Эта штука мной куплена была исключительно по той причине, что я считаю, что аналогов ей нет вообще. Я не знаю игровых планшетов такого размера, я думаю, вы тоже. Следующий момент. У нас вот такая вот зарядка на, наверное, как здесь написано 50 ватт, но не факт. Почему-то здесь написано максимум 40 ватт. Есть физический переключатель, скорее всего, режимов. Мини-джек есть. Разумеется, сюда можно установить без каких-то проблем Google и играть в него. 374 грамма. Я думаю, вы ощущаете 374 грамма. То есть это штука минимальных габаритов с очень приличным весом. По размерам. Не уверен. Да, мне хватило почти. 207 миллиметров в высоту. В ширину 128. В толщину с блоком камер. Надо аккуратно, потому что защитной пленки здесь нет. Lenovo решили экономить. 9,5 мм с блоком камер. Все на китайском. Буду АПК-шку устанавливать. Буду устанавливать гуглы. И в Твиче буду гонять в играх. На лайв-канале выгружу тест игр и тест автономности. Барабанная дробь, то, что мы можем расширить память данного устройства, очень-очень сильно выводит его вперед в соревновании за самый комфортный планшет. Да, у самсунгов они тоже есть. Карту памяти запихать можно. Разумеется, сюда нельзя запихать никакую симку, но это уже неплохо. Слот не прорезинен. Выглядит все классно. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. И не забываем, что еще разыгрывается 2 смартфона. Смотрим описание, какие именно и когда. 30 числа каждого месяца на стримах. На лайв-канале, это другой канал у меня, еще дополнительные подстримы, проходит розыгрыш. Перейдем же непосредственно к планшету. Полетели. Поставляется планшет в 3 вариантах расцветки. Дизайн устройства как игрового планшета довольно привлекательный. Корпус металлический, тактильные материалы приятные, но слегка марк. В руках планшет лежит удобно, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Единственное, супер долго, не каждый сможет его держать в руках. Нелегкий он. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.1 Gen 2, за что прямо отдельное спасибо. Микрофоны, 2 стереодинамика JBL, звучание отличное, вдобавок Dolby Atmos на борту. Здесь есть мини-джек. Есть кастомный эквалайзер, и капорт, к сожалению, стандартно для планшетов отсутствует. Ко всему есть переключатель, на который можно повесить любой из 3 предоставленных действий, к примеру, включение адаптивной регулировки яркости. Летим дальше. Lenovo Legion Y700 оснащен IPS-экраном на 8,8 дюйма с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Рамки не симметричные, но не громадные. Соотношение сторон 16 к 10. HDR10 и Dolby Vision на борту. DCI-P3 цветовое пространство. Плотность пикселей 343 ppi. Яркость 500 нит. При прямом попадании света на экран яркости хотелось бы слегка больше, конечно. Это же IPS, ничего удивительного. В солнечный день на улице использовать планшет, конечно, можно, но комфорта в этом деле вообще мало. Для домашнего использования яркости достаточно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, на выбор также и 60 Гц автогерцовка. Тач на 240 Гц и пиковое значение 1200 Гц. Тест на частоту дискретизации вы можете наблюдать на экране. Результат меня не впечатлил, но плохим его не назову. Может быть, в игровом режиме или еще как-то
он будет лучше. Но опять же, я считаю, что нужно тестировать в обычных режимах, потому что в игровых и автономность меньше, и какие-то другие штуки обрезаны. Автояркость работает корректно и хорошо подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок. Далее, мультитач, конечно же, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица и стандартных способов блокировки. Распознавание лица срабатывает хорошо как в горизонтальном положении планшета, так и в вертикальном. Внести биометрические данные можно до 5 лиц, что очень даже удобно. Экран в целом неплохой, цветопередача насыщенная и приятная. В настройках, разумеется, есть различные функции для персонализации экрана под ваши предпочтения. Разделение экрана, плавающие окна и так далее на борту. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 870 с техпроцессом 7 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 650, интерфейс ZUI 13 на базе Android 11 версии, не 12, это прям тоже не очень хорошо. Интерфейс доступен на английском языке, русского в стоке нет. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Встроенная память UFS 3.1 и на выбор 128 или 256. И напоминаю, что запихнуть microSD возможность есть, и это прям очень круто. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, связь по Wi-Fi стабильная, звучание при видеозвонках хорошее, микрофоны отрабатывают неплохо. Как работает камера при видеозвонках, можете посмотреть на моем лайв-канале. Двойной вибромоторчик хороший и тактильно приятный, но настроить силу вибраций нельзя. Bluetooth версии 5.1, NFC не поддерживается, как и GPS. Емкость аккумулятора 6550 мАч. В PC-марке выдал скромные 6 часов 28 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил, разумеется, на 120 Гц на максимальной яркости. Поддерживает быструю зарядку на 45 Вт, заряжается от 0 до сотки за 48 минут. Через 33 минуты игры в Diablo Immortal, одновременном стриминге на Твиче, игра вылетела и ушло 12% заряда. За 25 минут игры в Genshin Impact с Твичом потребовалось 12% заряда. Не тянул он одновременно и Twitch, и Diablo. В целом играть можно, но проблемы встречаются и нередко. С более легкими играми данная модель справляется хорошо, да и в принципе, если не стримить одновременно, напоминаю, что стримлю я специально без карты захвата, а напрямую со смартфона или планшета. Также на борту есть все различные настройки и полезные функции для персонализации планшета в играх. Перейдем же к тестам. Результаты тротлинг-теста вы можете наблюдать на экране, справился он неплохо. Тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах, в Geekbench 5 в синглкоре 910, мультикоре 3020, в 3D-марке показал Wildlife 4260, Wildlife Extreme 1245, Wildlife Extreme Stress Test 1244, Wildlife Stress Test 4266, Slingshot и Slingshot Extreme на максимум. В Antutu выдал 617 тысяч попугаев. Storage тест показал 56 тысяч, 30-минутный стресс-тест прошел, но не сказал бы, что хорошо, учитывая, какой у него процессор. Основная камера здесь на 13 мегапикселей, след вспышкой. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps, цифровой, как и оптической стабилизации, разумеется, на борту нет. Фронтальный модуль на 8 мегапикселей. Здесь максимальное разрешение для съемки видео также 1080p 30 fps. В стоке планшет имеет небольшое количество различных режимов для видео и фотосъемки. Видеосъемка с основного модуля неплохая. Чего-то невероятного не стоит ожидать от камеры подобного устройства. Короткие примеры вы сейчас увидите. Немного примера съемки фронталки в студии. Ну, я думаю, вы видели на лайв-канале запись того, как я стримил на Твиче с этого планшета. Ничего и не должно быть супер крутого, а по всему остальному вы сами видите. Много уже вышедшего из мода Мандалорца на основную камеру. Можно делать X2, можно включать вспышку. Абсолютно бесполезно для, наверное, контента съемка ночная на планшет Asus. Но я бы сказал, что я ожидал худшей картинки, во всяком случае в X1. Стаб более-менее. А по поводу того, кто решит снимать вообще что-либо на планшет еще и ночью, ну, вы видите, где палец мешает, да? Это каждому решать самому. Камера есть, значит, она должна снимать. Фронталка ночью, к слову, здесь есть сканер документов. Ну и, разумеется, QR-кодовский сканер для камеры отдельной вкладкой, прямо в прошивке. Для фронталки, что для основной камеры, максимум 1080p 30 fps. По поводу автофокуса, я думаю, что здесь и так понятно, что... Опа! Он даже работает чуть-чуть.
Минусы: недоступна еще 12-я версия Android. Помимо этого, разумеется, здесь нет ожидания, что появится глобальная версия данного планшета. Многим тяжело играть в данный планшет, потому что он тяжелый. Плюс, если вы захотите одновременно стримить в Твиче, вы тоже не сможете. Но несмотря на все вышеперечисленные мной недостатки, какие-то возмущения на стриме, на то, что здесь не супер оптимизирован этот процессор, мы всегда будем думать о стоимости, прямо скажем. Цену вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к видео. И если я говорил про топы и говорю про топы, опять же, про тот же iPad mini, который особо игровым не назовешь, с которого я тоже, кстати, пытался стримить, а также не назовешь, не знаю, Samsung дешевыми или Huawei маленьких размеров. Все у них довольно дорого. И здесь, несмотря на отсутствие глобалки, даже с какими-то проблемами с локализацией, Google аккаунт я здесь без проблем завел. Имеет право на жизнь. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок по ссылке в описании. И приходите на Twitch, когда я гоняю подобные устройства. Сегодня гонял Realme GT 2 Master Explorer Edition на Твиче. Было интересно. На лайве сохраненка. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Я в этот раз не смогу не рекомендовать данный девайс. Почему? Потому что, да, есть миньки. Я, разумеется, свою мини на это дело менять однозначно не буду. Есть аналоги у Samsung, есть аналоги у Huawei из игровых планшетов. Но так, чтобы побежать и взять что-то прям, что выглядит как игровое, да, он толстый, он тяжелый, руки потеют. Многие перестают им пользоваться по отзывам, опять же, из-за того, что он тяжелый, играть реально многим неудобно. Но в отличие от смартфона, здесь нет каких-то нереальных физических недостатков. ПО, понятно, хуже, чем у ROG, хуже, чем у MIUI, но это мое субъективное мнение. Android 11 версии, нет GPS, топорная вибра, но оно есть. И вот эти все плюсы и минусы, они по мне нивелированы ценой. Да, Lenovo сделала что-то, что можно сказать потребным для игроков. Опять же, вы должны понимать, что вы купите. Что это будет большое, немногим удобное, горячее чудо, от которого вы, возможно, будете уставать. И в какие конкретно вам игры вот с таким планшетом такого размера будет удобно играть, это вопрос. Если вам нужен планшет для игры маленьких размеров, я его рекомендовать все-таки в итоге, наверное, могу. Недостатки еще раз нивелируются ценой, опять же, если вы будете приобретать это на Али, потому что цены на Авито, они просто бьют все рекорды в последнее время, после того, как Lenovo стали рекламировать блогеры. Поэтому не забудьте подписаться на канал, пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Скоро будет обзор на Realme GT Master Explorer Edition и Realme GT 2, как вы понимаете, зелененький. Я его уже гонял в Твиче, возможно, буду гонять еще на лайв-канале. Приходите, смотрите, на лайве запись Твича, разумеется, выгружена. Помимо этого, интересных смартфонов просто море. В телеграм-канале скидок можете посмотреть примеры съемок. Также подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи. Девайсу да, добра и удачи вам, дорогие друзья.